В Андижанской области сотрудники службы государственной безопасности, СГБ, задержали двух мошенников, которые за 34 тысячи долларов обещали оформить чужой земельный участок на нового владельца. Это дело выявило очередную коррупционную схему, связанную с незаконными махинациями в сфере недвижимости. Злоумышленники действовали по заранее продуманной схеме. Они уверяли потенциальных клиентов, что имеют надежные связи в кадастровых службах и могут провести сделку быстро, без бюрократических процедур и проверок. Клиент, которому предложили услугу, заподозрил неладное. Он решил проверить, насколько правдивы обещания посредников, и обратился в правоохранительные органы. После этого была организована оперативная операция. Как работала схема? Следствие установило, что аферисты использовали поддельные документы, чтобы оформить право собственности на землю в обход официальных процедур. Они находили участки, владельцы которых либо давно покинули страну, либо не жили в регионе. Через фиктивные выписки и связи в госструктурах мошенники меняли данные в реестре недвижимости, после чего участок становился чистым для продажи. Они затем находили покупателя, которому предлагали сделку с полным сопровождением. В ряде случаев махинации проводились с участием некоторых чиновников, которые помогали фальсифицировать документы и ускорять процесс. Таким образом, участок менял владельца без ведома настоящего собственника. Операция из задержания. Когда мошенники договорились о передаче денег, их задержали с поличным. В ходе обысков у них обнаружили поддельные кадастровые справки, фиктивные договоры купли-продажи и списки клиентов, которым они помогли ранее. Следствие считает, что эта группа провела не одну подобную сделку и что общий ущерб от их действий может исчисляться миллионами суммов. Сейчас идет проверка всех ранее оформленных сделок, в которых фигурировали задержанные. Реакция общества и последствия. Этот скандал вскрыл серьезные проблемы в системе управления земельными участками. Жители региона уже давно жалуются на непрозрачность сделок и коррупцию среди чиновников, однако раньше подобные случаи редко доходили до задержаний. Общественность возмущена тем, что обычные граждане годами ждут разрешений и оформления документов, а мошенники проворачивают сделки в считанные недели. Министерство юстиции заявило, что в связи с этим делом проведет внеплановую проверку работы кадастровых органов в Андижанской области. Однако многие опасаются, что эти меры будут носить формальный характер. Что будет дальше? Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и подделке документов. Однако главный вопрос остается открытым: действительно ли наказание понесут все участники схемы, включая чиновников, или же следствие ограничится только исполнителями. Если будут выявлены должностные лица, замешанные в махинациях, то этот случай может перерасти в громкий коррупционный скандал. Однако пока что следствие не называет имен чиновников, которые могли помогать аферистам. Граждане ждут реальных решений и жестких мер против коррупции. Смогут ли власти вскрыть всю схему или дело быстро забудется? В Ташкенте сотрудники службы государственной безопасности, СГБ, разоблачили коррупционную схему, в которой адвокат за 25 тысяч долларов предлагал предпринимателям решить их уголовные дела. Этот случай стал очередным подтверждением того, что судебная система страны остается под влиянием тех, кто может заплатить. Адвокат уверял 4 бизнесменов, что обладает влиятельными связями в правоохранительных органах и может добиться закрытия дел через судей и прокуроров. Он гарантировал, что после передачи денег расследование будет прекращено на ранних стадиях. Однако предприниматели заподозрили аферу и обратились в правоохранительные органы. После этого была организована операция по задержанию злоумышленника, и адвокат попался с поличным при передаче денег. Как работала схема? Следствие установило, что адвокат не впервые использовал подобные методы.
Он работал по отлаженной схеме, где обвиняемые платили крупные суммы за снятие обвинений или смягчение наказания. Основной механизм заключался в том, что он убеждал клиентов в наличии надежных связей среди высокопоставленных сотрудников прокуратуры и судов. Он уверял, что может договориться о смягчении наказания, назначении минимального штрафа или полном снятии обвинений. Судя по документам, найденным в его офисе, он вел переписки с представителями различных инстанций, обсуждая неофициальные способы урегулирования вопросов. Это указывает на возможность существования масштабной коррупционной сети. Арест и ход расследования. Во время задержания адвокат пытался отказаться от полученных денег, утверждая, что это личный гонорар за консультацию. Однако в ходе обыска были найдены списки клиентов, которым он ранее помогал по аналогичным схемам. Следствие рассматривает две ключевые версии. Первая: адвокат действовал самостоятельно, обманывая клиентов, не имея реальных связей. Вторая: он был частью более широкой схемы, в которой участвовали представители судебной власти. Сейчас идет проверка его контактов, финансовых операций и возможных покровителей, которые могли помогать ему выстраивать преступную схему. Если удастся доказать существование реальной коррупционной сети, дело может перерасти в громкий судебный скандал. Общественная реакция и последствия. Этот случай вызвал резонанс среди граждан и бизнес-сообщества. Многие предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда решение их дела зависит не от закона, а от суммы взятки. Жители Ташкента заявляют, что без реальной реформы судебной системы такие схемы будут процветать. Простым гражданам приходится годами доказывать свою невиновность, а те, у кого есть деньги, могут выйти на свободу за несколько дней. Министерство юстиции объявило о начале массовых проверок среди адвокатов, работающих с уголовными делами. Однако эксперты сомневаются, что это приведет к реальному результату, слишком много подобных заявлений уже звучало ранее. Что будет дальше? Против адвоката возбуждено уголовное дело, ему грозит длительное заключение. Однако главный вопрос остается открытым: ограничится ли следствие наказанием одного исполнителя или вскроет всю схему. Если в ходе расследования подтвердится, что он имел реальные связи с судьями и прокурорами, то этот случай может перерасти в крупнейший коррупционный скандал в юридической сфере Узбекистана. Общественность ждет конкретных шагов, ведь если дело просто затянут или замнут, это станет очередным доказательством беспомощности системы перед продажными чиновниками. Сможет ли государство действительно провести чистку судейского корпуса, или все закончится лишь показательной посадкой одного адвоката? В Бухарской области разгорелся скандал, связанный с коррупцией в судебной системе. Адвокат был задержан при получении $12 тысяч, которые он требовал за гарантированное оправдание своего клиента в кассационной инстанции. Следствие утверждает, что он обещал родственникам осужденного добиться пересмотра дела, используя свои связи среди судей. Он уверял, что при определенной сумме можно повлиять на исход дела и полностью снять обвинение. Однако семья осужденного заподозрила мошенничество. Они обратились в правоохранительные органы, после чего была организована операция по задержанию адвоката. Как адвокат манипулировал судебной системой? По данным следствия, задержанный не впервые использовал коррупционные схемы для смягчения приговоров своих клиентов. Он создавал видимость влияния на судей, обещая оправдательные решения, и требовал за это крупные суммы денег. Ранее он якобы уже помогал другим обвиняемым, используя аналогичные схемы. Некоторые его клиенты получали смягченные приговоры, а в некоторых случаях дела закрывались без рассмотрения. При этом сам адвокат утверждал, что деньги идут на решение вопросов на высшем уровне, но следствие пока не нашло доказательств его реальных связей в судебной системе. Как проходила спецоперация?
Когда адвокат получил оговоренную сумму, сотрудники СГБ задержали его с поличным. Во время обыска у него были найдены доказательства ведения незаконной деятельности. В частности, правоохранители обнаружили списки клиентов, которые ранее обращались к нему с просьбой о пересмотре дел. Также у него были финансовые записи с указанием полученных сумм и фамилий, предположительно связанных с судебной системой. Какие последствия ждут задержанного? Следователи проверяют финансовые переводы и контакты адвоката, чтобы установить, был ли он связан с судьями и прокурорами, которые могли участвовать в схеме. Если удастся доказать наличие покровителей, это может перерасти в самый крупный коррупционный скандал в судебной системе региона. Общественность негодует, люди считают, что если дело замнут, это станет очередным доказательством бессилия государства перед системой купленных приговоров. Министерство юстиции уже объявило о проверке всех дел, в которых участвовал задержанный адвокат. Но многие сомневаются, что проверки приведут к реальным результатам. Что будет дальше? Против задержанного возбуждено уголовное дело, и ему грозит серьезный срок. Однако главный вопрос, будут ли наказаны те, кто на самом деле управлял схемой. Если подтвердится участие судей, это может стать началом массовой чистки в судебной системе. Но если дело ограничится лишь наказанием адвоката, то это будет означать, что глубинные проблемы так и останутся нерешенными. Общественность ждет реальных шагов, а не просто показательного дела. Если расследование остановится, это станет сигналом для всех, кто зарабатывает на судебных махинациях, можно продолжать торговлю приговорами без страха наказания. Будет ли это началом реальной борьбы с коррупцией или очередным громким делом, которое быстро забудется?